Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «Ссоры персонажей». Сегодня расскажу про Джош. Джош — герой рассказа Маркуса в Detroit Become Human. Он андроид PL-500. Он служит одним из лидеров Иерихона, с которыми встречается Маркус наряду с Нортом и Саймоном. Линейку модели PL-500 компания Cyberlife разработала для выполнения функций университетских преподавателей. Первые образцы, выпущенные в 2031 году, специализировались на преподавании языков и истории. За ним последовали новые модели, которые также обладали познаниями в математике и естественных науках. Когда на Джоша напали пьяные студенты, ему лишь чудом удалось вырваться и сбежать на Иерихон. Джош всегда спокойный и собран, но убежден, что конфликт с людьми можно решить мирным путем. Джош очень спокойный, собран и убежденный в возможности мирного решения конфликтов с людьми. У него часто возникают разногласия с Норт по походу к людям. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Перекресток. В этой главе Маркус в конечном итоге столкнется с Джошем и сражающимся солдатом. Если игрок решает спрятаться, солдат убьет Джоша. Или если игрок решит вмешаться, солдат убьет и Маркуса, и Джоша. Если игрок неправильно выполнит все свои быстрые временные действия. Битва за Детройт. Если Маркус решит совершить революцию в ночи души, Джош всегда погибнет во время рейда андроидов в лагере, даже если его спасут после ранения. Если Маркус решит провести мирную демонстрацию в ночи души, Маркус решит пожертвовать собой, подожгав себя, или общественное мнение окажется слишком низко, Джош будет застрелен вместе с остальными андроидами, которых держали под прицелом. Джош, как правильно, спокойный, собран и убежден в возможности мирного решения проблемы с людьми. У него часто возникает разногласия с Нортом по поводу того, как подходит к людям, что является источником напряженности в руководящем группе Джерико. На протяжении всей игры он неохотно идет на риск, что видно, когда он решает помочь Маркусу украсть запасные части, только тогда, когда Норт и Саймон тоже вызвались добровольно и отчитывают Маркуса, если он пошел на риск ради них. В отличие от Норта, который считает, что насилие — это единственный способ приблизить к людям, или Саймона, который готов пойти на большой риск, чтобы попытаться освободить андроидов, Джош в душе пацифист. Он будет использовать оружие только для того, чтобы угрожать людям, а не убивать их. И на протяжении всей игры выражать свою веру в то, что раскрытие себя только подвергает их опасности. В результате ему потребуется больше времени, чтобы заслужить доверие Маркуса, и он будет относиться к нему с некоторым презрением, даже если тот будет придерживаться мирных решений, вплоть до ночи души. Рано Джош в конечном итоге он желает показать Джерику наличие человечеству, особенно во время Марша Свободы. Так, к точке, где он желает умереть, чтобы попробовать и заработать свою свободу. Однако позже он начинает проявлять признаки сомнения, когда начинается охота на их людей, и андроидов начинает забирать в лагерь утилизации. В конце концов, он примет последствия решения Маркуса, жив он или мертв, и решит сделать все возможное, чтобы пережить последние дни революции. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика.
Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей. И вы сможете посмотреть этот файл момент. Во время всей игры Джош не раз уговаривает Маркуса отказаться от войны, так же, как и Саймон. Джош, единственный член руководства Джерика, чей серийный номер даты отклонения никогда не появляется в игре. Джош — первый человек, представившийся Маркусу. И на этом история про Джоша подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Забывайте план действий, который видите прямо сейчас на ваших экранах. Лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил, канал Пейкмейкер.